барашек. Кто-то его кушал, видно. Мое путешествие к высоким горам хребта Сунтар-Хаита продолжается. Для выхода в среднее течение реки Сунтар мне предстоит пройти еще один перевал от реки Угамыт на реку Калтако. Появились первые деревья, и здесь такие места хорошие сразу для стоянки. Вообще просто отдохнуть. И ветерок дует, и костер можно развести, и вода рядом. Дом. Жалко, мне еще рано обед делать, надо еще идти вниз дальше. Вот такая красота. Временами по берегам, временами все-таки пустые. Я перешла большой приток, долина распахнулась, и здесь сам Бог велел чаемничать. Здесь вот ленивоческая стояночка. Сейчас попью чайку, пожалуй. А мой путь вон туда вниз идет. Ручей, что впадает в реку Культычу, здесь в верховьях вполне переходим вброд. Но меня немножко страшит то, что будет дальше, при впадении уже большой реки. Там по берегам показаны скалы. Да, места здесь вполне обитаемые. У впадения речки Большая Культычу видно еще стояночку. Вон она. На стрелке ручьев стоит на месте слияния. Каркас даже не собран в отдельно жерди, а прям так оставлен с коньком. Дров много. Наверное, зимняя, может, стоянка. Интересно, как поленья не до конца разрублено. Интересно, для чего-то сделано специально. Похоже. Но вот я не знаю для чего. Такие вот бревнышки. Они вот такие вот. Достаточно большие. И тут вот очаг и печка осталась. И печечка. Что, отслужила свое? Да, вон дырявая. А вот как трубу привязывали проволочкой. Вернее, не трубу, а вот этот патрубок, к которому уже крепится труба. Выход трубы. Какая здесь отдельная оставшаяся скала стоит у входа в устье. Устье в приток Большой Культычу. Распадок вот здесь вот начинается этой речки. А мне вот туда, вниз, по долине. Красиво тут в самом месте слияния. В таком скальном коридоре речки встречаются ручьи. Надеюсь, смогу переходить вброд не так глубоко. Старая тропа тут читается, но она заросшая. Скалы.
Я иду вот до конца этого режима, надо сапоги раскатать. Какие обрушиваются. Скалы красивые. Ну а под скалой глубина. Придется сначала на ту сторону идти. Ну вот, и вниз уже пошла большая Культичево. Кубики, прямоугольнички откалываются от скал. Долину перегораживают изгородь. Оленеводы строят, чтобы олени проще было пасти, чтобы они не уходили в другую долину, когда не надо. Раскрою сейчас. Фу. Чтобы пройти можно было. Ну, поставлю на место. О! И вот мой путь туда. Где река входит в ущелье, тропа, олени грамотно обходят по верхам все это. Вдали там уже синеет долина Угамыта, куда я стремлюсь сегодня. А скалы, конечно, грандиозные. Надоело ходить вброд, там пошли прижимы, скалы. И по карте тут были скалы. Решила подняться вверх от реки, найти тут дорожку, здесь уже тайгой поположе идти спуск, но вылезать было, ой, устала, но зато вид отсюда. Но вода уже какая-то здесь на пределе у меня. Вот это приток заключительный слева, а дальше уже только Угамыт. Недалеко мне осталось. Вот эти скалы с двух сторон. На моем ручье я их боялась, что там трудно перейти. А вот этот заключительный приток, вот который впереди. И все, вот это уже Угамыт. И там вон тропа идет вдоль него. Фу. Вышла я на реку Угамыт. Фу, думала, сегодня еще пройду вдоль нее. Здесь хорошая уже тропа. Но сил никаких. После этого ущелья, где километры растягиваются. Вот туда мой путь лежит. Все, сейчас нашла место под лиственницей. Стою на ночевку. Страшные скалы, которые
которых я боялась. Успешно обошла, но 2 раза пришлось вверх лезть, карабкаться. Ой, устала ужасно. Но теперь я на шире. Здесь дует широкая долина, и медведей видно издалека. Вот это уютное местечко на ровной поляночке под крупными лиственницами. Я чуть вперед сначала прошла, думала, там еще, может, что найду, но нет, это место великолепное. Пусть здесь нету прямо вида на реку, вот тут вот галечник начинается, река чуть дальше вон там течет, но место замечательное. И дорожка рядом идет. Все, я базируюсь. Ставлю лагерь, а солнце закатное осветило склон. Сегодня впервые вот так вот оно вышло. Весь день было пасмурно, немножко капал дождик даже. Вот. Вот мое место. Вот здесь костер буду разводить. Допривает там рисовая кашка с остатками травок. Еще немножко чайку заварю. Уже выпила целый такой котелок. И спать. Сегодня 20 июля. Иду вдоль реки Угамыт. Здесь вот такая тропка, дорожка проложена по прирусловым террасам. Она такая здесь пока жесткая. А вот горы в дымке. Дымка от пожаров пришла, к сожалению. Немножко вот так вот заволокло видимость. Когда дорога входит в кусты, так не сразу найдешь, вот даже зарубка на иве. Хотя, может, это просто ветка отломилась. Ой, солнце шпарит, комары жалят. Ужас. Духота. Лето. Вот среди этого марева и гноя на лесной опушке я уже издалека увидела домик. Вот, там еще изгородь. Интересно, есть там люди? Если есть, попью чайку. Ужасно утомительная дорога, уже обливалась водой ледяной на изгибах речки. Еще мошка и ветер в Одессе сейчас появился, слава богу. Вот из тех просторов речных я иду. И вот впереди мой пологий перевал, туда, на Сунтар уже. Хочу сегодня все-таки пройти, если совсем не сгорю от жары. А там, похоже, никого нет. Это, наверное, зимняя база. Что это интересно? Ну, такая столовая, что ли? Да, большая столовая. Пока сейчас она надо ее чинить. Ялом. Топливо. Ну, все это зимой, наверное, завозит. Такая база. Гнутся заготовленные для саней дуги. Они живые были так согнуты и вот засыхают. В таком положении потом их на нарты будут привязывать. А вот кому нужно, смотрите-ка, ботиночки. Надо же. Избушка добротная. Жалко, людей нет. Я бы сейчас разговаривала с ними. Так-то у меня все есть. Да, оленеводы.
закрыто. Вот. Сейчас зайду, посмотрю. Кто в домике живет. Вот, зимы оставлены. Ой. Вкладыши. Торбоза. Ну и сапоги. Боже ты мой, как замечательно зайти в прохладу, в бескомарье в этой избы. Ой, как же здесь хорошо. Может, я сейчас даже чай вскипячу здесь, просто посижу, попью. У меня все есть, мне ничего не нужно. Только вот посидеть здесь в холодке. Вообще. Здесь в случае чего, ну, при беде какой. Вот, есть шкуры, постели. Можно переночевать. Печка добротная. Но видно, что, естественно, жилая изба, запас продуктов. Я ничего не буду трогать. У меня достаточно. И окошки какие современные, добротные. Все не проконопачено, а вон пеной залито. Вот. Нары тесаные. То есть, ну, напополам, в общем, раз колотые лиственницы из них. Носки. Ой, как хорошо тут, боже ты мой, прохлада! Табуреточка какая. Прохлаждаюсь тут на нарах, в прямом смысле слова. А там у меня на солнышке в рюкзаке, в большом котле, в банке плавится топленое масло. И ничего с этим не сделать. Только если ледяной ручей ставить. Фу, сейчас пойду дальше. Чай на улице где-нибудь сделаю, там у ручья. Вот еще какое здесь есть огнестрельное оружие. Приспособление для разминания шкур. Толки. Толки называется по-ивенски. Вот. Между этими зубчиками туда вставляется шкура и мнется. Вот такое приспособление. Вот это что за сарайчик такой? Кладовка, может, для мяса. Вот здесь из тесаных просто. Ой, что есть из неотесанных. Жердей. Ну там склад, наверное, каких-то вещей внутри. Вот. Струится река Угамыт. Наконец дорожка вышла к реке. Теперь нам нужно преодолеть брод. И вот уже за наледью виден мой перевал. Перевал у нас Сунтар. Ой. Одно из проявлений вечной мерзлоты — вот такие ледяные жилы, которые выпирают из-под земли, поднимая верхний слой дерна. Здесь везде вечная мерзлота, но это не то, что лед под землей, это грунты промороженные. А встречается иногда вот такой чистый лед, который вот так иногда выпирает. Вот глыбы дерна, которые этот лед приподнял. О, как! Ой, ледяной! Вот она такая жила тут. А я на фоне вечной мерзлоты и наледи изнемогаю от жары. Вечером до ночи придется, наверное, идти, потому что днем ну просто ужас. Не знаю сколько, но 25 точно, а то и больше, наверное, жары. Горы в дымке, из которых я пришла. Вон оттуда.
Но впереди, вдоль наледи, может быть, будет не так жарко. Может, ветерок поднимется побольше. Но горы тоже в облачной дымке, хотя небо немножко проясняется. Вот такой горошек. Одно из любимых лакомств медведей. Они вот его копают, кушают. Солнышко закатное, уже не так жарко, но ветерок небольшой только веет. Моров моря. Мой перевал правее вот этой горки. Вот этой горки правее чуть впереди. Все, там уже ручьи потекут в ту сторону. Фу, я похожа на перевале, появилась вода, а то все русла были сухие. Впереди озеро. Пожалуй, я вот там и встану, на этом перевальном озере. И завтра уже пойду дальше. Сил никаких. Вот на этом мысочке. А мы деревца есть. Фу, дойти бы только до этой красоты. Заболоченности пошли. Фу. Вот оно местечко. Сухой лишайник. Сухой лишайниковый холм. Карликовая березка. Вот здесь можно встать. Перевал такой, само озеро перевальное. Первым делом костер. Чай. Потом рыбалка. Рыба плещется. Потом палаточку поставлю. Прям тут у берега плещется. Правда, мелко. Надо попробовать. Когда сухо, все вещи сразу выкладываю, как они будут лежать. Но сейчас еще не совсем так. И сверху просто ставлю тент. Сладкий чай с подаренной Петей лепешкой. Обалденно вкусный. С маслом. Что может быть слаще? Ой. Утро встречает меня ясной, жаркой погодой. Правда, ветерок есть небольшой, слава богу, маленький. Ясно. Как дойти до тени-то отсюда? Как бы не спариться. Сейчас 7 утра. Что будет дальше? Просто фантастика. Курорт. Курорт на горном озере. А вдали-то уже показались снежные горы. Похоже, там гора-палатка виднеется. Я покинула свою уютную стояночку. А тут на водоразделе еще есть озерки красивые. Ну вот сейчас должен появиться ярко выраженный сток уже сток воды в мою сторону. И там долина
сузится, будет идти проще. А то здесь сейчас такие почки мшистые, березка карликовая, а иногда в низинах и вообще болотная растительность. Но сухо. Сухо. Эх, лето жаркое, любил бы я тебя, как бы ни пыль, ни зной, ни комары, да мухи. Вон сколько озерков тут. Фу, я пришла в райский уголок, где долина сузилась, есть тень, журчат ручьи. И вот тут вот 5 лет назад я обедала в этой. Тоже было жарко. Все, круг замкнулся. Дальше путь известен. Верховье Сонтара. Замечательная тропа. По замечательному ущелью идет. Я уже знаю, что она сейчас наверх немножко заберется, но потом уже пойдет только вниз. Давай. Взбираюсь наверх, а тут тоже долинка перегорожена. Перегорожена изгородью. Ну вот, совершенно не обязательно ходить на какие-нибудь пятитысячники. Нагрузил рюкзак по 30 килограммов и в 30-градусную жару любой подъем будет как в крутых высоких горах. На небе появляются облачка. Тропа то теряется, входит в болото, то хорошо видна в таких участках. Впереди показалась долгожданная долина Сонтара. Фу. На стоянках я подкармливаю муравьев. Какой маленький. Какого большого несет. Тащит слепня. До впадения Калтако осталось совсем немного, может километр, а может и меньше. Я уже спустилась с горы, здесь уже иду ровной тайгой. Но тут и заболоченности, и слепни, и жара. Когда дойду, не знаю. Хор слепней. Ой, счастье, я вышла. Это еще приток Калтако. Вода направо течет. Все, сейчас по этому ручью вдоль него и брод через Калтако. И все, и там километр до Сонтара. Попала в красивый высокоствольный лес. Бор прям. Мне кажется, уже рядом совсем речка. Я уже в низине. Но совсем около реки будет, конечно, другая растительность. Мыло будет. Мох такой манящий. Все сухое. О, а здесь вода уже течет справа налево. Все, это Калтако. Одно из ее русел. Все. А тут вот вообще стоячая вода, не скажешь, куда она течет. Ну все. Мне идти на стрелку, то есть налево, там впадает ручей. Вот он, простор реки Калтако. Видно, что никаких сложностей брод не вызовет. Вон на перекате легко перейти, воды немного.
Вот оттуда сверху она течет. Пообедала я в тенечке. В высокоствольном лиственничном лесу. Здесь галечники недалеко. 6 часов я шла, 9 километров. Это кошмар какой-то. Заобедала прямо вот на дорожке, которая ведет мимо загона для оленей. Изгородь. И вон в лесу вдали она видна. И здесь старая дорожка. Сейчас, наверное, уже выйду на поляну. При впадении Калтако в Сунтар. Вот я выхожу в место, которое называется Алта-Чукуй. 6 черков. Тут в километре отсюда избушка, там ближе к Сунтару. Но я хочу вот здесь где-то встать, чтобы еще сходить на водопады, вернее, на водопад. Здесь недалеко, на притоке Калтако. А тем временем я, поставив лагерь, чуть-чуть отдохнув, отправляюсь на водопад. Водопад Малли или Малли. Вот, ищу к нему подход. По карте была тропинка, дорожка обозначена, никакой тропы нет такой уж. Иду просто берегом реки, в отдалении чуть-чуть, вот там вот Калтака. Солнышко за горку уходит, уже не так жарко. И я думаю, будет хорошее освещение водопада, он как раз будет напротив заходящего солнца. Если я еще успею. Все-таки здесь солнце за горы заходит. Как же хорошо идти без рюкзака, хотя, конечно, дорога тоже не сахар, вот местами болото, такие вот топкости, просто мягкие кучки. О, около берега реки подсекла какую-то тропинку. Ох, какие виды тут открываются. Река Калтако в полной своей красе. Фу. Вот она какая здесь. Я и там ниже переходила. Солнце зашло за горы, я уже вижу вдали наледь Сунтара. Похоже, я поднялась выше водопада. И что-то я его не видела, не слышала. Маленький ручеек пересекла. Вот из этого распадка должен был вытекать, но ничего не было, не слышно. И маленький ручеек. Может быть, тут водопад только когда большая вода? Ничего не нашла. Итак, сегодня 22 июля. Мой курорт на хребте Сунтар-Хаита продолжается. Жара стоит неимоверная. С утра обливаюсь водой первым делом. Вот. Остановилась я вот в таком великолепном месте. Алта-Чукуй. 6 черков. Это поляна при впадении Калтака в Сунтар. Первая часть маршрута преодолена. Я прошла порядка 80 километров до сюда. Через 3 перевала, пусть невысоких, но все равно это перевалы, это подъемы, спуски, заболоченности. Непростая была дорога. Дальше будет проще. Мне осталось порядка 40-45, наверное, километров. Надеюсь, за 3 дня дойду, если ничего меня не остановит, жара там. Дойду до верховья Сунтара и его притока Харони, где, надеюсь, в базовом лагере найду Сергея и Нину Ермаковы, которые там должны быть. Здесь недалеко, в 4 километрах отсюда, на притоке Калтака, обозначен водопад 16 метров, но что-то я его не нашла. И, в общем, утомилась вчера дико, даже ужинать не смогла, только чай пила. Жара, это страшное дело. Здесь, в этом
местечке Альтычукой база оленеводов. Но я не знаю, есть там кто-нибудь или нет сейчас. Ничего себе, какой тут мостик. Не, люди есть. Сейчас человек зашел в домик. И вот я в избушке. Меня сейчас будут угощать чаем. Сейчас-то нам чего спрятаться-то? На базе. Годы пошли. Альтычукой тут народ прибывает. Вот здесь есть такая гостевая книга. Какие художества. Какая-то здесь красивая была картинка. Во! И я здесь оставлю какую-нибудь надпись. Сейчас. Вот на какой технике-то здесь надо путешествовать. Квадроциклы на колесах больших. Завтра поедем. Вот это избушка. База Альтычукой. Вот тут дымокур. Кухня. О, как здесь хорошо. Вчера не нашла я водопад. Иду делать работу над ошибками. Водопад ближе к реке. Я далеко вчера ушла. Сейчас, надеюсь, найду. Какой же красивый здесь оксец. Вообще здесь временами кажется, что ты в какой-то степи. Такие запахи, полынь здесь. В общем, какая-то южная степь. Ух, это похоже глухарь. Глухарка. О, они тут, может, камешки собирали. Теперь я уже иду берегом реки, далеко не удаляясь, чтобы не пропустить приток, в котором водопад. Вот начались скалы. Может быть, где-то вскоре здесь и будет приток. Он тоже в скалах. Вот оно, похоже, место впадения притока. Вот такого красивое здесь место, яма внизу. Но рыбы что-то не видно. Вот и мужики сегодня ездили на рыбалку на Сунтар и говорят, что высокая вода из всех ям вымыла рыбу. Нет ее в тех ямах, где раньше была она. Есть рыба. Какая же я дура, что не взяла спиннинг. Там, за камнем, крупная. Сейчас увидела. Ёлки-палки, ну что ж я не взяла спиннинг? Неужели еще сейчас сюда пойду? На честном слове держится.
Ну вот я вошла в ущелье нужного мне притока. Ох, сейчас тут начнутся скалы. Вон они. Где-то там уже должен быть водопад. Какая здесь плита лежит. Цельная такая. Ничего себе, вот какая. Огромная. А вот и открывается он, основной водопад. О! Хорошо, что я вчера его не нашла. Здесь бы было темно уже, наверное, в этом ущелье. Сейчас солнышко.
выше водопада долина ручья распахивается и ничего не говорит о том, что внизу вот такой вот обрыв. И оленеводы рассказывали мне, что зимой как-то давно по наледи, когда ездили вездеходы, еще геологи работали, то чуть ли кто-то не проваливался сюда. Вот так мне повезло. То на попутных оленях, то на попутном квадроцикле, а вверх, поближе к горам. Здесь, на базе оленеводов, сейчас остается Ганя, а мы едем наверх. Загружаемся. Я прям здесь на сиденье за водителем буду. О, прицепе. Топор. Дым сегодня плохо видно, дымку нагнало. Это база оленеводов, что стоит недалеко от реки Сунтар, в устье Колтако. Обслуживает оленеводческие бригады, что пасут оленей выше по долине, а также по ущельям притоков Сунтара, Теры и других горных рек. На квадроцикле забрасываются продукты в бригады. И оленеводы так и попросили меня передать, что база эта не для туристов. Однако бывают исключения. Вот сейчас мы как раз едем встречать группу туристов. Новое дерево упало, еще не распилили. Что-то там попало. Надо подкачать. Такие квадроциклы делают в Якутске. Старый загон здесь по дороге встречаем. Здесь, в долине Сунтара, встречаются такие удивительные, большие открытые пространства, такие остепненные луга. Замечательная дорога тут. Брод через сам Сунтар, через его протоки, не всегда так легко его преодолеть. Это вот сейчас низкая вода. Вот какая широкая долина, пойма реки Сунтар, множество проток. Брод преодолен, и мы снова на пойменных лугах. Теперь уже правого берега Сунтара.
Вот встретились с туристами. Георгий Ионыч с группой, они прошли по всем вершинам, по Мусхае, окрестностям. Поднялись на несколько вершин, несколько перевалов прошли. В общем, у них сложный был маршрут. А теперь группе под руководством Цепандина Георгия Ионыча предстоит сплав по Сунтару от базы оленеводов. Мы, значит, с устья Кнурья, там база оленеводов есть. С этой базы оленеводов пошли к Мусхае по притоку. Она ниже, вот этот приток ниже Черного каньона. И попали к востоку от Мусхаи, ледник 42-й. Базировались на Марене. С этой базы мы поднялись на Мусхаю, с ледника 42-го. Потом пошли очень красивое озеро из верховьях Джаланджи через перевал Запорожский. И сняли записку запросов 40-летний. В 80-м году они это самая записка оставили. Вот эту первую записку нам удалось снять. Историческую записку. На сплав идем. Пойдем на сплав. Мы поднялись к востоку от этого перевала. Есть две горы. Мы их назвали в честь основателей республики, нашей республики, столетия республики нынче. Именами Амосова Максима Кировича и Аюнского Платона Алексеевича назвали две горы. Перевал между ними мы назвали столетие республики. Где этот перевал Запорожский? А тут не видно, да? А здесь обрез карты. Вот это 42-й ледник. И прямо вот так. Запорожский вот. Отсюда буквально там 500 метров. Сюда. На верховье вот Джаланджи. Ага, понятно. Там очень красивое озеро. Саламат рекомендуется. Масло, это молоко, чуть-чуть, да? Молоко. Туда масло кидаешь. И муки. Буквально 2 ложки вот на 6 мы на обед готовим, да? А судуран еще есть. Это топленый жир бараний. На сковородку и муки туда. Мешаешь, там порошок получается, как будто растолотое, этот печенье растолотое. И мешочек бросите, и в чай кидаете ложечку. И это обед получается. Обед оленевода. А у нас Посолить, конечно, не забыть надо. Все это. У нас по-современному это получается как Утром ешь, в чай утром размешиваешь, получше делаешь, пьешь и до вечера уже вообще не крякаешь. Тут молоко и масло. Посолили маленько. И мы кротко там берем. Мука, да? И постоянно перемешиваем. Половина где-то. И получается саламат? Да. По чуть-чуть. Муки по чуть-чуть. Чтобы постоянно. Сейчас. Убавить. Вот грибочек не каждый раз. Заранее приготовленные. И вот он получился. Саламат. Что-то типа манной каши, но совсем не как манная каша все-таки. Мы прощаемся, простились, и дальше я продолжаю снова путь одна. Мне надо дойти до устья Камнана сегодня. От устья Недогычана, где мы
встретились. А это Сунтар вот здесь вот в верховьях уже. Иду то по высоким полочкам, то выхожу на галечники. О, здесь Сунтар еще мощный. Я иду напрямую, представляю, как здесь Серега Ермаков выписывал все петли Сунтара, идя бичевой, таща лодку против течения, тяжело груженную. Вот он, характерный пейзаж в верхнем течении Сунтара. Лес далеко не всегда подходит к берегам. Такие здесь голые галечники, широченная долина. Кусочек замечательного полируслового чизениевого леса. Толстые деревья. Они не все до такой степени тут дорастают. Паводки смывают часто деревья реки. А тут прям такой красивый кусочек хранился. Каждый год русло Сунтара меняется. Скачет по долине вправо-влево. Много проток. В таких чизениевых деревцах пахнет ванилью. Да чё вкусно! Это так видно, пахнут молодые листики или веточки этих деревьев. Очень приятно в таком лесочке идти. Очень замечательно. Хочется уже даже в нем пообедать, но хочу все-таки дойти до Камнана, впадения притока. Шла все по галечникам, а вот только сейчас на коренной берег вышла, лиственничный. Здесь хорошо, красиво идти. И мох не сильно мягкий. Мох, лишайник. Подхожу уже к Камнана. Осталось километра 2,5. Куропатка сейчас прячется от меня. Что-то силы совсем резко кончились. Может быть, Саламат перестал действовать.
Вот на лесном участке такая идет некая тропа-дорожка, и вот зарубками помеченная. Старая оленеводческая стоянка тут. Вот. Толкы. Мять шкуры. Так. Так. Еще работает. Да, вот это небольшой загон и так называемый теневой. Такой большой шалаш. Да, загоняется. Да сами заходят олени, когда гнус, мошка, оводы, слепни. Вот здесь вот разводит костер, а туда дым идет и не дает слепням кусать. Слепнем, а дам кусать оленей. Ну и когда жарко, ой, здесь вот в тени, под этим, ой, покрытием, в этом шалаше, им хорошо оленям. Да, интересно, давно им пользовались. Вот тут старая печка тоже. Вот такой шалаш большой. Вот туда к реке изгородь идет. Все поросло иван-чаем. Где вот народ бывает, там и иван-чай растет. Да, и изгородь туда, видно, тоже продолжалась раньше, но сейчас уже не поддерживается, разрушилась. Да нет, изгородь, однако, продолжается туда. О, вот здесь мне можно будет пройти. Вот такой шалаш теневой. Итак, от перевала с озера Буркачан я спустилась по притоку и по самой реке Большой Кулькутю до реки Угамыт. Дальше я поднималась вверх против течения вдоль Угамыта и прошла перевал на Сунтар. Вот здесь вот на перевальном озере я ночевала. И спустилась к устью реки Калтако. Здесь у меня была стоянка, и здесь база оленеводов рядом. И потом я поднялась, сходила в идеальный выход на водопад, что на притоке Калтако. И дальше уже от базы оленеводов. От базы оленеводов меня подвезли на квадроцикле вдоль Сунтара, вброд через Сунтар и вверх по Сунтару до Недогачана, притока Сунтара. И дальше до устья Камнана, ручья Камнана, я уже шла пешком. Здесь заканчивается эта часть.